Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 35-й выпуск «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Осталось не так много квестов до капы, но дело в том, что эти квесты затяжные, и выполнить их не так просто, как может показаться. Однако вызов этот мы приняли и будем пытаться выполнить текущие предстоящие задания. Иван, Антон, Саня, Еустатас, Елемас, Имба, Павел. Большое человеческое спасибо за финансовую подпитку и доброе слово. Поделюсь с вами радостью. У моего близкого родился сын, и на меня возложили почетную ответственность крестного отца. Поэтому я был в отъезде, и, как вы поняли, поэтому, как вы говорите, пропал. Есть еще отличная новость. Мне удалось раздобыть несколько ключей временного доступа в игру благодаря администрации. Поэтому в течение выпуска будут показаны 6 ключей с временным доступом. Как раз для тех, кто хочет попробовать Тарков, проверить, потянет ли ПК и затянет ли игра. Всем приятного просмотра. Поехали. Все как всегда. Накидываем воздушный фильтр, вскрываем ящик диких и собираем урожай. Биткоин-ферма, которую поливаем топливом, выдает вкусные плоды, как ни крути. Спонсор рейдов ЧВКшных. А спонсор нашего канала — это бесплатная игра для ПК и мобильных Raid Shadow Legends, разработчики которой представили новую игровую фракцию. Встречайте Воинов Сумрака. При создании Воинов Сумрака разработчики вдохновлялись мифами средневековой Японии, а значит, любители восточноазиатских мотивов точно оценят армию из ловких ниндзя, суровых самураев, зловещих они и множество других мифических созданий. На протяжении сотен лет были окутаны тайной Воины Сумрака, и теперь заявили, что являются союзниками гномов в Нерессийском союзе. К ним есть куча вопросов. Хорошие, плохие. Почему вернулись? Почему сейчас? Вот те готовы познакомиться с новыми участниками, когда они появятся в игре. Из чемпионов Воинов Сумрака привлек внимание Фэн Ши, боец, в навыках которого ядовитые удары и удары, накладывающие другие штрафы, позволяющие сделать максимально больно противнику. Было бы здорово увидеть этого чемпиона в своей коллекции и отправиться в мой любимый режим кампании, где как раз и прокачаю и гляну, на что он способен. Может, получится еще кого интересного открыть для себя среди Воинов Сумрака. Живем увидим. Это не все новинки. Рейд в этом месяце пополнился 11 потрясающими новыми чемпионами, которых я тоже хочу проверить на прочность, тем более, что выпущены почти 200 совершенно новых миссий, которые нужно выполнить, а в награду за успех получить эксклюзивного легендарного чемпиона. Плюс почти в каждое подземелье в игре добавляют 5 новых сложных уровней. С ума сойти, это все в обновлении одного месяца. Рейд «Страна чудес», туда зашел и там исчез. Тем более, учитывая такое количество и разнообразие контента. Не забывайте, что каждый ваш переход по моим ссылкам — это поддержка канала. Помогите собрать 60 инсталлов. Не откладывай в долгий ящик, переходи в описание под видео и качай рейд только по моим ссылкам. Удачи! Самое большое вложение — это схрон. И он сварился. И теперь смотри, какая красота. Чисто. И освещение дополнительное. Все как у людей, короче. 30 миллионов. Вжух. Плюс еще 8 миллионов, 38, 40. Короче, больше 40 миллионов уходит только на апгрейд схрона. По квестам каратель часть 5 у меня 10 ЧВК, одевшись в бронежилет Пака и шлем 6Б47. Это сегодня будет на повестке дня. Мокрое дело часть 6. Довести уровень владения снайперской винтовкой до 7. Будем доводить до 6. И потом буду выкупаться за счет квеста. Наставник отдам 50 тысяч евро. Апнуть 9 уровень владения, потому что потом прапорщик попросит еще до 9 уровня, по-моему, прокачать. Или до 8. Надо будет посмотреть потом. Стрелок от бога попробовать хочу сегодня сделать. У меня осталось всего одно убийство выстрелом в голову на локации побережья с расстояния более 100 метров. Поэтому в первую очередь пойду сегодня на берег. И потом уже, скорее всего, в лес пойду. Посмотрим. А вообще сегодня хочу за сегодня сделать. Поставил себе такую цель. Это Тарковский стрелок 7-ю часть добить. Более 45 метров из болтовки с глушителем. Всего 3 ЧВК осталось дофигачить. Так что это все будет сегодня в планах. Поэтому я иду с винтовкой болтовой, иду на берег. Все это дело страхуем, а тут страховать-то нечего. Ну и буду с дополнительным оружием на всякий пожарный, чтобы близко никого к себе не подпускать, короче говоря. Иду в первую очередь на берег, днем буду выискивать кого-нибудь. Вообще навык прокачки мне больше всего, по-моему, кажется, лучше прокачивается с какой-нибудь другой болтовкой, точно не сдавал. Хотя там от попаданий тоже зависит много чего. Будем посмотреть. Это что получается? Дорога на таможню? Ну понятно, я в стороне болот, короче, заспавнился. Там, где я вообще не хотел спавниться. Да? Ага, вдоль забора прям бетонного.
Нормально, нормально. А вообще надо бы посмотреть, что у меня там по навыку владения снайперскими винтовками. Просто ради интереса. Так, 8,5. О, я только начал 4 прокачивать. Прикольно, прикольно. Песня будет долгая, походу, да, поэтому, ну, фиг с ним. Есть ДВЛки, пока с ДВЛками побегаю, а там посмотрим. Может, или Ремингтон буду брать, или Мосинку буду брать. Возможно, Мосинку, потому что раньше вообще тарковский стрелок чисто с Мосинки выполнялся. Опыта у меня больше всего с этой болтовкой. Белки в глаз, как говорится, со 100 шагов. Это раз. И во-вторых, за счет того, что она постоянно там по патрону докидывает. Ну ладно, это все еще в планах, короче. Давай, наверное, к коттеджам, а там уже видно будет. Что-то пока тут тишина. Почему-то думал, наоборот, к коттеджу все бегут. А тут либо пустой рейд, либо все вдоль берега, что ли, поскакали. Не вразумел, как с этим работать. Тогда ближайшая точка пересечения — это Норвинский. Пойдем, пофиг, ботов будем стрелять тогда. Вдоль дороги, в общем, все это дело пройду. Сейчас, может, на островке кто-нибудь там из ботов будет. Вот, да там ЧВК, по-моему. Точно. Опс. Ой, хорош. Все, и 100 метров сделано. Можно домой идти. В аккуратненького так. Незаметно, тихонько здесь сзади будем посмотреть. Я не ожидал такого сюрприза, что сразу что в голову все это сделается. Это хорошо. Посмотрел ботов. А вон еще тело стоит, кажется. Точно. Что там, как там? Вот ты, блин. Понятно. Короче, пока с этим задержкой дыхания, это непонятно, то ли руки трясутся, то ли... Ого. С СВХи кто-то лупасит там. Лупасит, дубасит. Тут никого нет интересных парней. Вообще, на сам Норвинский, что-то я даже не знаю, туда идти, не идти. Я бы не хотел на открытую вытряхиваться. Мне бы чисто диких пострелять. И попутно ЧВК каких-нибудь. Если вдруг кто будет лазить туда-сюда. Короче, геймплей за снайпера классический. Будем на стреме. Слушать, смотреть, вынюхивать. Может даже выслеживать кого-нибудь. Блин, хоть здесь и короткий путь, но он... Ух ты, мать. Ну все. Это был звонок на обед.
Перебегать здесь уже не вариант. Ну и ладно. У нас же еще есть целая ГЭС. Сейчас мы на ГЭС посмотрим, пацанчики должны двигаться. Кто со свел упанул, а? Это, скорее всего, на стоянке. Тут на гряде еще может быть дикий. И не один может быть же. Странно, снайпера нет. Но я хочу на ту сторону перейти. Мне надо на ту сторону переходить. Хотя тут есть еще что пострелять кого. Непонятно, что тут происходило, что нет на ГЭС. Можно, знаешь, как попробовать сделать тогда? Ой, да, я тогда еще смогу коттеджи глянуть. В случае чего. Давай вот на это тогда кручу залезем. И оттуда как раз я смогу посмотреть и этот ГЭС. И гряду. И потом на остановку сходить. И там через верх тогда и перейду на сторону Чупа-Чупса. И все. Я выиграл. Ну, уже рейд не пустой. И мне уже... О, есть. Ай, блин, низко взял. И непонятно, помер или не. Нет, живой. Ну и ладно. Не вижу тела. О, солнышко. Нет, я его не убил. Разок точно попал. Тут что у нас? Поныкались все? Или нет никого? Ну, тот сейчас пересидит какое-то время, я не знаю. Он по-любому выскочит оттуда. По-любому. Боты, они же по тропинкам по своим ходят. И эти рано или поздно, если вдруг чего шуганулись, повылазят. Но то, что вот снайпера нет, вот это вот не очень хорошо. Может быть такое, что там вообще никто не заспавнился, не появился из ботов. О, есть. Бежит красавец. Хорош. Это был чистый хедшот. Сколько там? Метров 100. Есть, наверное? Да побольше даже. Метров 120, 130. У меня прицел на полтишок. Не видно и не слышно. Взрывы были там на лазурке. Но я думаю, что это там внутри, потому что на улице редко когда долго что остается. Иначе мы можем стоянку послушать. Автобусную. И послушаем. Потому что можем. Здравствуйте. О, хорош, хорош. Я тоже так обычно. Есть клиентура.
Увидел, прикинь? О, а что такой звук был интересный? Что-то замычал, как будто он близко совсем был. О, да, все, у них там своя оргия. Сейчас глянем по Шурику, что тут. Может, еще кто-нибудь будет. Обычно он в одного тут не лазит. Самый лучший вариант практики — это боты. Эти ребята, можно и на ходу в них стрелять, и на бегу в них стрелять. Они остановятся, ты можешь пострелять. Поэтому я беру половину. Ух ты, блин. Я бы вот это забрал, если честно. У меня же еще БС тут есть патроны. На случай всякий. Ух ты. Фильтр. А вот эту штуку можно прям заныкать, наверное, в подсумок. СКС стреляет. И причем стреляет там, где я первого убил ЧВК. Примерно в той стороне. ЦП сейчас что-то стоит, не? Именно на ботах, именно как раз проходя вот этот вот квест Тарковский стрелок, именно благодаря квестам ознакомливаешься вообще с тем, как снайпер стреляет. Как работают вообще винтовки и прочие прелести. Да и вообще квесты — это, знаете, как много кто говорит, высокий порог. В Таркове вхождение, да, не спорю, но квесты, они конкретно ознакомливают тебя с игрой, с ее какими-то нюансами. Да, не со всеми, но, короче, к квестам можно относиться пока как... Типа как к обучалке, что ли. Тьюториал, мать его. Это фигня, что она там вообще? И второй класс, но она, наверное... Да ладно. Скажите, что это не по мне. Моя граната, походу, меня кто-то слышал или видел. Понял, не базарю. Тем более, когда в паку одет. В паку упаковывают. Что тогда, давай коттеджи глянем. Я не думаю, что они меня преследовать будут. Даже если будут. Я уже фити, нет у меня там. Санитар не вышел сегодня на работу. Хотя его может быть и на Норвинском, и еще где-нибудь, да? Я не вижу никого. Ты видишь? Вот и я не вижу. А они там где-то есть. О, вижу. А это обычный. Блин, обожаю вообще. Ах, я вообще не дождусь, когда снайпер будет у меня уже в лесу. В лесу я вообще как рыба в воде. Особенно если снайпер, особенно если мосинка какая-нибудь. Не видать никого. Так, ладно, что, тогда давай придерживаться старого плана. У меня же еще тушка там лежит на гряде. И к Норвинскому можно. Это тут он был. Теперь ищи... А, вот он. Нет, все, нормально. Он как раз еще возле кустика вообще в цвет. Профессиональный снайпер. С третьего раза убил. О, МК можно третью, знаешь, что сделать? От 7 миллиметров не надо. И вот сюда вот добришка. Все, чик складывать. Это мне надо будет сюда, наверное, чтобы
быстрый доступ был, в случае чего не открывать мешок, потом разгрузку, потом туда, потом сюда. Вот так сделаем. О! Это будет у меня МК-3 как этот. Рюкзачок в рюкзачке для лута. Все, вкусно. И вот это вот мы еще... Где он? Вот он. Ну все, догола. Практически. Нормально, чувак. Там, короче, еще СКС стрелял, но я думаю, что... О, это бота, походу, да? Но я думаю, что он уже с этой стороны туда пошел, либо... Хотя челобота еще рановато, я думаю. Главное, чтобы он мне в спину ничего не пришел. Тут пыль вроде осела. Может, и дикие новые подъехали. Я думаю, можно и здесь теперь перебежать. Что-то мне теперь там некомфортно будет лазить наверху, где ГЭС. Возможно, будут вынюхивать ходить. С лодкой, кстати, я так и не разобрался, как она работает. Советов было много, но это все надо проверять на практике. Это надо будет мне либо на основе побегать прям несколько рейдов, либо на ПВЕ побегать. Но дело в том, что ПВЕ рейды, они могут быть одинаковые. То есть в одну и ту же карту ты можешь попасть пару раз подряд. За ЧВК. А тайник, по-моему, открыт. Точно. Тут патроны выкинул. Скорее всего, пустая пачка. Так, это, вероятно, тот самый СКС. И прошвырнулся. Значит, Норвинска мне лутать уже не вариант. Вот самая здравая мысль была о том, что там на самой лодке, либо на буе есть сигнализатор. Он либо красным горит, либо зеленым. А я вообще теперь не вижу, какой там горит сигнализатор. Либо если он не горит, то значит не работает. Я поэтому рисковать не буду. Пойду себе спокойно лучше диких поищу вдоль дороги. Надо посмотреть, как-нибудь полазить, поковыряться. Это интересная тема, это нужная тема. Это будет огромный плюс. Если ты будешь знать наверняка, работает ли выход или нет. Уже можно будет выстраивать какие-то планы. И все в этом духе. И маршруты. На чупик можно будет сгонять еще. Сначала дорогу посмотрю, портовую зону. Оттуда на чупик сгоняю. Сейчас всех тут пришел. Сижу, оказывается, в крапиву присел. Нашел уже место. Где вы, красавцы? Портовая промзона. Мать родная, Ланайна. Смотришь в оптику, а там хрен нарисован. Нету никого. Ну ладно. Вот как всегда, когда, да, закон подлости начинает работать опять. Вроде бы и ЧВК нигде не слышно, не видно. А дикие-то что поныкались? Вот это мы заберем. Это тоже. Вот так вот. О, огонь. И пойдем на чупик посмотрим. Может, там боты будут. Я как это, как дедуля, у которого на носу очки, и он поверх очков такой чекает. Только я вроде оптику, а сам поверх оптики.
Деда Дэн. Деда Диса. Ну фигня, чё мне с пустым мешком теперь выходить? Нет ЧВК, нет ботов. Тогда будем рюкзак набивать битком. Хотя здесь я готов поспорить, что уже все залутано. Энергетик. А он же штрафом, да? Штраф. Может попить, поесть? Сколько там у него? О, стрессоустойчивость. Нервный буду. Хотя... Энергия, гидрация 12-20. А пофиг, чё? О, вовремя. Надо было сначала пожрать хлопья. А, у меня кваса еще огонь. Все, приятного. Все это квасиком сверху полирнем. Сколько у него там? Хватит мне, наверное. А нет, не хватит. Понятно, понятно. Ну да, сейф посмотрели, хотя почему-то компостер закрытый. Картотеки закрыты, только сейф. Кто-то по шурику, короче, глянул сейф и дальше поскакал. Не стал задерживаться. Ну и все, я тогда буду набивать битком свое в доке. Да, в доке влазит САС. В доке какой практичный стал, а? Планшет. Речи нет, СИК тоже впитывает интересности, в частности жетоны, но я тут по полкарты не выбиваю. Так что я жетончики могу скромно по кармашкам там раскидать. Качаем харизму. Все время забываю поорать что-нибудь, когда там по диким стреляю или еще что-нибудь. Хорошая, наверное, привычка. Да и лута я бы не сказал, что я мало таскаю. За дикого-то я почти вообще не ложу. Денежка у меня зарабатывается и тратится наемником, основным персонажем. Ну что тогда? По куда? Где тут нет лазейки никакой? Заблудился. Пошли в тайник тогда. Так, без фанатизма, чисто по пути. Здесь 2 тайника на поваленном и на кресте. И вдоль дороги прям пробегусь. Там будет 2-3 тайника, там даже будет вдоль речки. И есть вероятность того, что будут дикие на вышке наблюдательные. Дорога на таможне. Да, я в правильном направлении двигаюсь. Время на КПП есть? Мне тоже непонятно. Там прожектор, чтобы увидеть, надо почти вплотную подойти. На выход я не тороплюсь. Меня все никак не покинет надежда, что я найду все-таки этого льва, вазу, чайник. 2 льва даже надо. И найду как раз таки, может быть, в таких вот тайничках.
Ничего себе, живем, пацаны. Сколько вон там череп этот? 30-ку, 20-ку, может, стоит? Либо профешка у меня есть дома, куча целая запасных. Видишь, обычно я эти черепки в сейфах тоже находил. Обычно в сейфах. А тут вот тебе. В тайнике. О, видал? Поскакал. Так вот. Понял. Понял. Как вы так издалека-то видите? Ну ладно, окей, не так уж и далеко. Ну и не так, чтобы я прямо у него перед носом мелькал там. Вообще бежал по своим делам. О, вали кепку. Все, мне теперь не вариант туда щемиться. Он теперь заагренный. Мне надо менять позицию по любасу. Вот на черных воротах этих и кончается минное поле. Так что все нормально. А теперь ты где-то засядешь, да? Они могут засесть как внизу, так и наверху на самой вышке. Бля, тут место такое открытое еще. Не в тему. Сейчас все будет. Опа. Опа. Че, давай заберем. Туда как раз М-ка и поместится, да? По ходу разберемся. Тайники чисто как рулетка. Такой рандом вообще в одном... О, ну, блин, только сказал, сглазил, блин. Такой рандом вообще в одном тайнике ты можешь богатство найти. Дай мне богатство. А в другом тайнике шиш с маслом. Неужели он вниз спустился? Ты куда пошел? Я же говорю, наверху. Вон он! Ауч. По той же руке попал. Да, страшно. Сейчас убьет же. Убил. Не убил. Да вот он! Наконец-то. Блин, еще шумит, зараза такой. Нормально тут. О, здрасте. Это он шабаркнулся? Ну да, Хантер у него. А как ты там просочился? Так, вепрь ВПО. Такой себе типчик. О, нифига. 300 сколько? 300 много тысяч? Карта это стоит. Ничего себе, вот попался. Ё-моё, еще и Аленка. Спасибо. Ну да, если его полностью раздеть, разуть, разбудить и все забрать у него. Вот полумиллионник, мать твою.
Ничего себе. Не зря я мудохался с тобой. И ведь была еще мысль, типа, забить на него. Да пофиг, что он там с Хантером. Сейчас еще прострелит пак у меня. Что там у меня с культявкой? Подожди, а почему у меня руку 60 показывает? Она же у меня выбита была. Я же ее штопал уже. Так, тайник впереди остался. Что-то пошло не так. Руку бесплатно починили. А, нет, 11, нормально все. Ну вот тебе по мелочи, туда-сюда. Полный мешок. Но самое главное с этого рейда это то, что я все-таки смог найти одного ЧВК и дал ему выстрел с дистанции более 100 метров. Че, неужели никого нет? Подожди, подожди, как же вы? Я же уже все, вот он выход. Блядь. Двое. Вон он, сука! О! Опять по той руке. Есть, один готов. Вон он! Ля, вернулся. Ну куда ты спрятался? Вылезай! Ну и чё ты сюда приехал? Нормально вы, пацаны, провожаете. С локации. О, еще и азимут огроменный. Ядрёна-матрёна. Вот как вот это все добро. Видите? Еще 4 ячейки. Ну чё, пацаны, пойдем полутаемся еще где-нибудь. Да ладно, шучу, погнали. Все, домой надо. Уже и пака рассыпалась в фламинго там. И в мешки уже битком полные. А нет, смотри, пака целехонькая. Только культяпку мне отстрелили уже 3-й раз подряд. Я думал, человек 12 там настрелял. Всего-то 8 с бировцем. Ну, главное, бировца застрелил. Вот это вот самое, что ни на есть. Всего один раз промахнулся. Количество попаданий 20. Боеприпас с расходом 21. Ничего себе. 20 попаданий. Вот сколько всякого бякого. Это все мы сейчас будем продавать. Ну, может, не сразу, так, по ходу дела. Но все это скинем. А, скинем, нифига, у меня места-то нету, нифига. Опачки. А кого фигово, смотри, я забыл, что у меня схрон теперь огроменный. Он у меня вообще раза в 2, наверное, больше стал. Сейчас я тогда свои куколки-тряпочки стряхну вниз. Порядок наведу быстренько. Итак, за 20 попаданий и туда-сюда перезарядок. А чё так мало-то? Ё-моё, 8,5 было, 12. Печально. Не, с болтовкой и с Мосинкой я бы, очевидно, больше получил очков. Ну, фиг с ним. Ладно, поехали дальше тогда. Куда мы пойдем? Пойдем теперь в лес. В лес с утра пораньше пойдем. Тарковский стрелок буду добивать здесь, именно в лесу. Тем более, что я здесь любитель пошататься в лесу. Это моя любимая локация. Все должно быть хорошо. Есть у меня дополнительное оружие. Чувствую себя хорошо и комфортно. Так что идем в лес, будем добивать Тарковского стрелка там. Ворота завода ЗБ-14. Ага, я на мосту, что ли?
Серьезно. Вот это прикол. Прям на машине, смотри. Прям, ну чё, пацаны, я поехал туда. Я погнал, наверное, в натуре. Что мне тут делать-то в натуре? Давай попялимся. Коттеджи. Сейчас в коттедже, если найду льва, я прям прыгну в машину и из люка торчать, орать буду, как это. Стрелять буду. С МП5. Правда, все с глушителем. О, здрасте, нифига уже. А пошел ты в баню. О, а как это умер? Кто его прикончил? Или я так его убил мастерски? Похоже, что он успел выстрелить, прежде чем помер. Других выстрелов я не слышал, если бы оттуда стреляли... А, нет, вот теперь я слышу выстрел. Но это без глушителя выстрел. Я клиенту 100 лет не находил. На резерв не хожу 100 лет. 100 лет ее не находил. А где твои дружки и приятели? Ты что, один в поле воин? Тоже путь со дна? Только диким. Что там, DVD? Ну давай, сумочка. Давай, родненькая. Льва, чайник. Понял. На тебе наркотики, говорит. Сигареты и саморезы. Интересно, а в таких ящиках с хламом можно найти? А, не, навряд ли. Они... Ящик с инструментами он пишет. Понял. Там написано все. Для нормальных людей. Тоже ящик с инструментами, смотри. А тут просто огромный ящик с инструментами. Типа неприметный такой. Так, шо, как? Пойдем. Блин, сыкотно, если честно, мне. Что-то есть сомнение, что не я убил этого дикого. Сгуха. Тяжелые 90-е, когда у меня дед с бабкой переехали в деревню, мне всегда говорили, земля прокормит. И в натуре в этой деревне тут обожраться, просто обделаться. Нифига, это кто там по минам лазит? Да, слышно так хорошо, как будто близко, да? Давай, сумка, нафиг эти тряпки на столе. Да ну, смотри, тут тряпки, и там тряпки. А льва нет. Понял. Вот тебе и по домам прошвырнулся, все, полный мешок. И тряпок вагон. Вот куда за тряпками надо ходить, да? Сейчас с убежищем упростилось выполнение некоторых квестов. Прям очевидно упростилось. Что сделать? Вот это, наверное. Шпроты.
А где он? Блин, а что у него? Может, разгрузка поинтересней? О, РПС. А давай я быстренько свою тогда сюда. Чик. РПС у него. Мать твою, там кто-то стоит. Там кто-то стоял на холме. Ну, что я могу сказать? 5-минутные рейды. Здравствуйте. Нет, я все-таки убил, оказывается, этого бота, но, увы и ах. Было неожиданно и больно, и в последний момент я только увидел кого-то там на холме. О, да ладно, нам не страшно. Я беру теперь М700. Сейчас денежка, которая появится, я вот это вот барахлишко чуть-чуть подпродам. Куплю себе пару видеокарт и забабахаю себе в ферму. Все, я готов. Ничего практически не покупаю. Я только на М700 глушитель купил и вся любовь. А остальное все трофейное. У меня склад битком, поэтому тратить мне в принципе не на что деньги. Мелочь уходит сейчас. Резерв. Идем. Попробую там сделать что-нибудь. Там более такие обширные территории. Хоть и опыта немного, но попробовать, я думаю, стоит. Сразу скажу, что резерв я хреново знаю. Я знаю, где выходы, практически все. Более-менее есть понимание, знания самой локации, но нет абсолютно опыта игры на ней, потому что опыт складывается на чем? Конечно, на том, что где тебя убили, где ты убил, где какие ситуации произошли, где кто спавнится, что, зачем происходит и так далее и тому подобное. Но попробовать стоит. Я на резерве в любом случае буду еще ходить. Там есть несколько квестов. Не все они нужны для капы, но тем не менее резерв интересная, я думаю, локация. Опа. Я нифига, я прям на выходе гермозатвор. Это же, да, бункера? Точняк. Здравствуйте. О, бежит клиент. Клиент бежит. О, а что это за оптика? Подожди. Ё-моё, как он долго входит в оптику, как еще и кратность не меняется. Вот это я оптику взял. Да, не вижу, там кто-то бежал, блин, вон он. Бам. Слева кто-то. Ох, хвать Машу, куда я попал, чего я, зачем я, блин, я не рассчитывал, что здесь спаун будет. Я сейчас даже не знал, что здесь в бункере спаун бывает. Хотя нет, вру. Спаунился я тут. Нет опыта игры на этой карте, поэтому я здесь себя как мешок буду вести. Так что забейте. Буду раздражать сейчас пацанов, кто на опыте. Так, а что если я сейчас возьму и куда-нибудь в зелень фить? Во как в армии учили. Все, через заборы домой в лес. Куда-нибудь. Пустите, гады. Можно попробовать это все добро обойти немножко, и там со стороны... Это что такое? А, это мешки. Вот настолько я знаю резерв. Может, как-то здание это мне даст и позицию хорошую, и укрытие в случае чего. А забуриться в окошко. Мона? Здесь, наверное, Мона. Навряд ли. Здесь Мона. От лица Мона. Мона. Не Мона, а Нуна. А Меченко получается... Ой, что, открыто уже, что ли? А, это не Меченко. А, Меченко вообще не здесь. Меченко в соседнем здании. Да? Да, точно. О, я кого-то вижу. Движение. 100 метров нет?
Где там что? Блин, ну и оптика. Ё-моё, что я взял? Стой, стой, стой. Да как ты вовремя прыгнул? Все, был пацан, и нет пацана. Заныкался. Так, там вышка была еще, я помню. По-моему, ее можно занять. Да, лестница есть. Будет, не будет 100 метров? Навряд ли. Ну, хотя Тарковский стрелок же тоже будет засчитываться. Хрен с ними, с этими. Ауч. Прическу испортил. Не видно хера. Надо повыше залезть. Ох, с левой стороны как хорошо меня видно будет. Еще и на фоне неба как и контрастировать красиво буду. Куда он прав... Еще один. Домой? Ага, вон второй. Карифандриева. Эть, увидел меня. Точно. Точно, говорю, увидел меня. Оу. Да, все, я приехал. А что это рейды пятиминутные продолжаются, короче. 3 попадания из 3. Чё, как это возможно? Я чё, по всем попал? Интересно. Интересно. Вот такую дополнительную пукалку себе собираю, МП5. Я, наверное, его сделаю себе как этот сборку, типа сохраню. Единственное, меня пламегаситель Децл напрягает. Ну а так бюджетный вариант, чтобы каждый раз не собирать. Так, чисто обещал, что буду показывать, с чем иду, как что модифицирую. Решил на Мосинку собрать себе валдаевский прицел, который меняет кратность. Может быть, он как-то спасет ситуацию. Я привык играть с этим прицелом. Я этот прицел использую постоянно на ДВЛ-ке. Может быть, это как-то сейчас выровняет баланс. А точнее, руки кривые. Дикие время от времени притаскивают, забираю, но, блин, опять тут, ну, 9 хотя бы. Да тоже, что, куда, не окупились нифига, идите дальше. И резерв, и еще раз, и с Мосинкой. Теперь я такой чисто пацанчик на опыте. Поехали. Посмотрим сейчас, что может получиться. С Мосинкой-то я себя поувереннее точно чувствую. Вообще спавн был удачный. У меня прям перед глазами 2 ЧВК проскочили. Там было 2 или 3 ЧВК. Черт его знает, сколько их там было. Не воспользовался шансом, а мог бы уже закрыть сейчас Тарковского стрелка. Так, теперь я... Ага, понял. Понял, еще и дождик, да? Класс. Ничего, у меня на дальнюю дистанцию, на ближнюю дистанцию, точнее, есть вот эта выручалка. 50 патронов в магазин, мне больше и не надо, я вояка тот еще. Плюс у меня еще и пака всего лишь навсего. Блин, дождик мне сейчас. Хотя нет, вроде. Нифига не видно. Ну ок. 100 метров видно, да и ладно, мне хватит. Где-то там стреляли, можно туда прошвырнуться. Оттуда еще и спавнов куча. А еще отсюда, возможно, будет видно одну комнату, тут сочную, мощную. А нет, отсюда ее не увидишь никак. Только горбы, холмы. Да, с хорошей оптикой, которая до этого была на ремешке. Вот самый раз бы здесь, да, заспавниться. Смотри, тут отсюда обзор какой был бы. Всю карту вообще можно было бы смотреть. Хотя в дождик, что толку, какая у тебя оптика. Есть ли смысл здесь где-нибудь обосновываться? А, здесь нет окон, которые... Только здесь очко, да?
Жаль, я хотел здание напротив, там эту. Учебный корпус, по-моему, называется. Попялиться. Нет, тут я вряд ли что выцелить смогу. Даже если буду смотреть... возможно, я буду стрелять просто. Тут же не оптика стреляет, тут же... ствол стреляет в этой игре. Так-то. Позицию, значит, здесь не занять, говорите. Да надо куда-нибудь чесать. Упс. Я нифига не вижу окна. Что в окнах творится? Мне надо насквозь, чтобы было видно. Нет, дождь не позволит. О, смотри, может вот сюда забуриться можно? Можно, но здесь такое укрытие, да? А тут нифига не видно, еще и убивают. Все. Мои полномочия тут как бы... Все. Но это стреляли точно из здания по мне. Так. Так, как сделать, думай. Думай, направо уйти, он, скорее всего, там будет пропасать, да? Налево через... Вот так вот. Ох, опасное это дело. Ни одной пули в грудак хватит хорошей. Вот так, чтоб если вдруг по ноге попадет, я дальше бежать буду. Есть, живой. Да хрен там, что, я вообще ничего не могу тут. Не, нифига, я даже не вижу, что в окнах происходит. Бесполезно это дело. Пошли дальше. Скорее всего, здесь квест делается либо в начале рейда, когда вот эта вот вся беготня, суета начинается от спавнов к укрытиям и прочим перебежкам. Либо черт его знает, какие-то выходы по сте. Но выходы по сте тоже такой себе вариант. Вот, с хорошей оптикой, смотри, все как хорошо видно. Если бы дождя не было. Нет, фигня это все, здесь я никого не найду. Здесь в начале рейда, если есть спаун под этой башней, есть смысл сразу же забежать на нее и чика кругу оглядеть тех, кто в сторону здания бежит. Здесь неплохой обзор, смотри. И в принципе ты укрыт. Никто тебя и не видит. Только дождь все портит. Предлагаю тогда на скалы идти под чупа-чупс примерно. Может, там найдем свое счастье. Блин, не, хреновая погода. Зря я пошел на резерв.
такую погоду. Отсюда что мы можем видеть? Мы можем видеть пару крыш, входы, подъезды, но тут никто не будет лазить. Хотя тут могут лазить эти самые, как фамилия, рейдеры. Так, чисто пошакалить хотя бы, по кому-нибудь пострелять для опыта. Так, для опыта, если пострелять, то лучше туда, к Чупа-Чупсу ближе. Там, где парк техники, там хороший прям такой обзор. Там и рейдеры лазят, и обычные дикие там под открытым небом прям ходят. Время от времени, может, и ЧВК будут какие-нибудь шмыгать туда-сюда. Кто его знает. Тихо, с виду. Сейф. Хз, сюда лутаться надо идти с большим каким-нибудь мешком и прям конкретно обходить что-нибудь. А учитывая, что сейчас дали эти большие разгрузки, так рюкзак никакой не нужен. О, лежит снайпер, смотри. Он меня услышал. Понятно. Блин. Эх, как жаль. Поздно я его увидел. Блин, все посмотрел, а эту скалу нифига не посмотрел. Бывает, чё, бывает. Опять же, мало опыта. Решил перейти к нестареющей классике. Лучше я обычную оптику соберу, какая у меня больше всего привычна, с какой я играл всю жизнь. И вместо глушителя родного Брамита ставлю переходник и ДТКП. Он поинтереснее, короче, получается в итоге. И дополнительно себе МП5 заберу. Я даже сохраню такую сборку. Буду ее время от времени юзать, пока, по крайней мере, снайпером бегаю. Будет помощником мне. Пойду, в общем, в лес. Надо добивать тарковского стрелка. Вот когда конкретно уже неизбежно необходимо будет идти на резерв, вот тогда я на него и пойду, и там уже буду набираться опыта. Хочется, чтобы был какой-нибудь сегодня прогресс. Я думаю, что мало того, что я убил одного всего ЧВК там с дистанции большой, тарковского хочу добить стрелка. И поэтому лес. Опача. Понятно. Значит, полевую базу МЧС сейчас в первую очередь. О, ну лес это вообще. Я просто кайфовать буду здесь квесты делать. О, вижу. Вон он. Кто это? Дикий. Бам. Есть кабанчик. Но это был дикий. Потому что ЧВК мне нужен всего один. Но если дикий там лазит, значит ЧВК вряд ли там есть, да? Пойдем лутанем. Да подожди, что ты. Ну и ладно. Вкусняки. Медицина.
Что-то как-то... О, нифига, 2 дрели. Ящик медобеспечения. Тоже делятся. О, звездочка. Это, блин, только купил звездочку. Нафига? Знал бы, если что найду, не покупал бы. Земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Это не бот. Это не бот. Это ЧВК с Хантером пришел. Это мой клиент. О, вот он красивый. О, да ты с подружкой. А контейнер проходной? Да. Какие наглые, ни хрена себе вы там скачете. Обычно таких даже Диса подстрелить сможет. Ага. Наконец-то. Давай, давай. Блин. В нужный момент отошел, ну. Ой, хорош. Харьковский стрелок, часть 7. Готов, пацанчик. Сколько там? Метров 100 есть? Блин, вряд ли я чуть близко подошел. А второй чё, куда, туда-сюда? Ну нет, хотя вроде выглядит как метров 100, да? Вроде 100 метров. Сейчас посмотрим, что тут у нас есть. И будем затем охотиться. Вот так вот. Бегаешь, прыгаешь, думаешь, да нету никого тут. Оказывается, там сидит кто-то в оптику, наблюдает за тобой. Башаху можно отнять у него. Что он будет делать? Ну, я не думаю, что он будет сидеть и лутать его. Либо отходить будет, как они пришли, либо... Если есть понимание, откуда я стрелял. Могли ли они услышать выстрел отсюда? Ну, сам обходить буду. Мне же все равно надо ЧВК убивать. И в голову 100 метров надо делать. И с паки надо ЧВК убивать. Пока только 3 есть. Из 10. Скудно. Пойду в сторону ВСРФ. Попробую сделать большой фланг.
была бы не пака, не было бы этого квеста, я бы сейчас с МП5 бы туда вот как раз в цвет бы было бы внедриться. Они вроде бы там не особо-то и заряженные были. Если что, там, может, и в мешок что накидать можем. Там пару ящиков, сумка есть еще. Не, что-то я далеко. Это Корешево? Не, это Дикий вроде. Ну, если ты там до сих пор сейчас, он тебя и шуганет там. Не вариант. Или это ЧВК все-таки зашел? Чепуха. О. Вот это другое дело. О. Хабарок. Ну, давай облюбуем со всех сторон. Попялимся отсюда, оттуда. Есть же еще шанс того, что он где-то там внутри заныкался, сидит. Есть же шанс, что еще получится кого-то подстрелить. Не мог же он там наглухо засесть тупо? Или мог? Или не мог? Сейчас еще раз тогда круг почета дам. Этот пинг скакать начал. Как вечер, так пинг с ума сходит. Не видно никого, не видно, не слышно. Либо с глушителем там принимают диких. Но хотя они бы тоже что-нибудь либо орали, либо стреляли. Либо он ускакал оттуда. Ну, я думаю, что он ушел оттуда. Я думаю, что он ушел оттуда. А вот куда? В эту сторону палево отходить. По той стороне я пошел специально. Хорошо. Пошла. Хотя по-хорошему уже можно спокойно выходить из рейда. Я то, что мне надо было сделать, я уже сделал.
пойду, наверное, лутану его. О, Хантер. Это же Хантер. Они что ж с Хантером были, один из них? Где-то близко совсем, вот не то чтобы близко, а вот в этой стороне, в левой, где бревна, вот где второй ангар, где-то вот здесь, либо возле сторожки, было движение. Стрельба, взрыв. Опа. Видел, да? Проскочил кто-то. Надо на ту сторону переходить. Надо его там искать. Блин, руки устали. Твою мать. Пойдем. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет по красоте. Как раз пока он там возится. Возможно, дикие его сейчас там и встретят. О, ящик открыт. Я же говорю, здесь какая-то возня была. Ящик, он открыт на пристани. Какая цель-то была, легкая на пристани. Может, кто квест, кстати, делал на этой пристани, закладывал там. Куча всего. Тоже надо проверять в начале рейда. Особенно, когда следующий Тарковский будет. О, он вообще интересный. Там надо будет 3 ЧВК в одном рейде убить в лесу. Давай, я домой. Папа Мари, спасибо. Так, где-то по этой стороне он проскочил. О, видел, да? Хотя, что-то как-то долго бежит он. Беготня, топотня. Неужели это дикари? А, вон еще один. Дикие скачут, как лошади. Ух ты, мать твою. Какой тайминг, перфект. Это как раз был этот Хантер. Ух. Вот от чего кровь стынет в жилах-то, а? Вот такие дуэли я люблю. Но он понимает, что за ним погоня. Кто-то следит за ним. Выслеживает, точнее. Неужели ты пошел на выход?
Может, он и правда на тапку дал? Я бы так и сделал, если честно. Если бы понимал, что за мной кто-то следит. Я бы где-нибудь засаду устроил. Жахнул бы и отходил. Ну там прям на тоненького, прям возле уха пролетела пуля. И еще момент, я прям миллиметражом там сдвинулся, и пуля пролетела. Или ты еще где-то сидишь-то? А нет, вряд ли бы он меня по открытой такой полянке пропустил. Возможно, даже его те же самые шаги, они там как табун лошадей, блин, скачут эти дикари. Может быть, они привлекли тоже его внимание. Я как раз там, как суслик, высунулся. Ох, пронесло меня. А это кто такой? А, это дикий уже там. Не попал. Может, и попал. Да. Ну чё, походу все. Ловить тут больше нечего. Сейчас уже челоботы подъедут. Они начнут по карте шакалить, а мне боты, челоботы. Можно, в принципе, пострелять. Блин, у меня и так выпуск получится, наверное, уже. Сколько рейдов? Рейдов 5, наверное. Хоть там они и 5-минутки, но... Гори оно все синим пламенем. Забираю льва из сумки и иду на выход. Ну вот, снова покушать, попить и все, и бодрячком домой топить. А жаль. 22 минуты уже все, сейчас челоботы уже выехали. Стопудово. Сейчас как раз они будут по всем местам прогуливаться и в сторону выходов педалить. Мне сейчас с ними возиться нет ни времени, ни желания, если честно. Хорошо, что я хотя бы закрыл Тарковского стрелка, 7-ю часть. Уже какой-никакой прогресс. А то было бы вообще печально, если бы я вообще ничего не получилось бы сделать, ни одного квеста. Хотя сейчас квесты такие, что... Может, один какой-то квест буду делать по 2-3 дня, блин. 27 минут, 28 почти. А, бир непонятно, сколько-то метров было до него. Ну и ладно. Все, закрываем. Тарковский стрелок, часть 7, отстрелялся. Не самый сложный, конечно, квест. И Тарковский стрелок, часть 8. 3 бойцов ЧВК убить на карте лес в одном рейде из болтовки. Глушитель не нужен, но я его буду использовать. А навык владения снайперскими винтовками, блин, 16,5. Чё так медленно, капец, качается?
Ох, я намучаюсь, походу. Но это не страшно. Впереди у меня еще куча целый отдел с болтовками, так что буду использовать Мосинку. Посмотрю, как себя Ремингтон поведет. Надо будет попробовать его собрать. Сможет ли он его дозаряжать, допустим, как Мосинку? Или как там СКС по патрону докидывать? Если сможет, то я буду Ремингтон тогда использовать. Разнообразие для. Закрыли целый квест «Тарковский стрелок». Добили, точнее, там 2 было. Еще надо было 3 добить ЧВК. Добили 3 ЧВК за сегодня. Надеюсь, выпуск вам понравился. Всем удачи, удачных рейдов. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.